Всем привет! Меня зовут Кристина, вы на канале Вязание. Сегодня в этом видео я хочу предложить вам связать вот такого миленького бегемотика. Это еще одна игрушка из серии «Много игрушек по одной схеме». Кто подписан на мой канал, тот видел, что уже вышло несколько мастер-классов на игрушечки. И вот это очередная. Я оставлю вам подсказку вот здесь вот и в описании на то, как связать вот это вот тело. Тело цельновязанное, вяжется тело все полностью, ввязываются ручки и заканчивается вязание на макушке. Кто переживает, что не умеет аккуратно закрывать макушки, не переживайте, я вам оставляю также ссылочки, как это аккуратно сделать. Я думаю, что без проблем у вас все получится, тем более девочки уже вяжут и у всех все получается. Также хочу показать, что немножко я изменила здесь схему при вязании ножек. Я вязала за заднюю стеночку здесь, но в принципе я посмотрела, что особо не отличается по форме. То есть от этого более плоская форма руки не стала. То есть тоже здесь как бы копытца никакие не получились, поэтому думаю, не стоит заострять на это внимание, и предлагаю вам вязать именно просто такую схемку, как дана у меня в мастер-классе. В этом видео я покажу, как вам связать ушки, мордочку, как пришить ушки и как я закрепляю хвостик. И немного оформления мордашки. Все, приятного вам вязания! Для вязания бегемотика можно использовать любой серый цвет. Покажу вам для примера. Можно использовать номер цвета 49, 80 или 46. Вот такие оттеночки есть в Yarnart Jeans. Я буду вязать из цвета 80. Начнем вязание с самых простых деталек и начинаем вязание с ушка. Делаем кольцо амигуруми и вяжем первый ряд. Вяжем в колечко 6 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Сделали 6 столбиков и колечко затягиваем. Теперь в каждую петельку вяжем по прибавке. И всего по кругу у нас получится 12 петелек. 1, 2, 3, 4, 5 и последняя, шестая прибавка. Так, довязали второй ряд, вяжем третий. Чтобы не путаться в столбиках, можно поставить маркер. И вяжем третий ряд. В этом ряду будем вязать один столбик прибавка. Столбик, прибавка. И так до конца ряда. Всего по кругу у нас получится 18 столбиков. Провязали. Теперь 4, 5 и 6 ряд. 3 ряда мы вяжем без прибавок, без убавок. 18 столбиков. Просто по кругу 3 ряда по 18 столбиков. Думаю, это несложно. Вяжем самостоятельно.
Итак, вот мы провязали 6 рядов. Теперь будем вязать 7 ряд. В 7 ряду мы вяжем 4 столбика убавка. 1, 2, 3, 4. Убавка. Итак, повторяем еще 2 раза до конца ряда. 2, 3, 4. Убавка. И последний раз. 1, 2, 3, 4. Убавка. Все, ушко мы связали. Вот такой вот формы оно у нас должно получиться. Теперь делаем соединительную петельку и оставляем длинненькую ниточку для пришивания ушка. Но ушко у нас не совсем готово, нужно еще его сшить. Берем иголочку. Складываем наше ушко пополам. Еще раз пополам. И теперь вот таким образом мы его сшиваем. Ниточку закрепляем и выводим на ту сторону, чтобы было удобнее пришивать. Все, вот такое ушко у нас готово. Вяжем аналогично второе и сшиваем. Вот такие вот 2 крошечных ушка у нас получилось. Теперь будем вязать мордочку. Делаем начальную петельку. И набираем 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Теперь со второй петельки от крючка вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. В последнюю петельку провязываем 3 столбика. 1, 2, 3. Теперь по этой стороне вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И теперь последнюю петельку мы провязываем прибавку. Ставим маркер, чтобы не путаться. Вяжем второй ряд. В первую петельку провязываем прибавку. Далее вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь вяжем 3 прибавки. 1, 2, 3. Теперь вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в 2 последние петельки провязываем по прибавке. 1,
вторая. Вяжем третий ряд. Вяжем 1 столбик, прибавку. Далее вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем 3 раза 1 столбик, прибавка. Столбик, прибавка, столбик, прибавка, столбик, прибавка. Снова вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И в последней петельке вяжем 1 столбик, прибавка, столбик, прибавка и еще раз столбик, прибавка. Провязали. Вяжем 4 ряд. Вяжем 2 столбика. 1, 2. Делаем прибавку. Вяжем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. Теперь 3 раза вяжем 2 столбика, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. Провязываем 4 столбика. 1, 2, 3, 4. И снова вяжем 2 столбика, прибавка 2 раза. 1, 2, прибавка. 1, 2, прибавка. Закончили 4 ряд, вяжем 5. Провязываем 1 столбик, вяжем прибавку. Далее вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем прибавку. Вяжем 2 раза 3 столбика, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. 1, 2, 3, прибавка. Вяжем 7 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Делаем прибавку. Вяжем 3 столбика. 1, 2, 3. Делаем прибавку. И вяжем 2 столбика. 1, 2. Провязали 5 ряд. Теперь 6, 7 и 8 ряд мы вяжем по кругу 38 столбиков. Без прибавок, без убавок. Вяжем следующие 3 ряда самостоятельно. Провязали 3 ряда. Теперь вяжем 9 ряд. Вяжем 2 столбика. 1, 2.
Делаем убавку. Вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавку. И вяжем 3 раза 2 столбика убавка. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. Теперь вяжем 5 столбиков. 1, 2, 3, 4, 5. Делаем убавку. И 2 раза вяжем 2 столбика убавка. 1, 2, убавка. 1, 2, убавка. Всего по кругу у нас получилось 30 столбиков. Теперь вяжем последний 10 ряд без прибавок, без убавок, 30 столбиков. Этот ряд несложный, вяжем самостоятельно. Провязали 10 ряд. Вот такая вот мордочка у нас получилась. Делаем соединительную петельку и оставляем длинную ниточку для пришивания. Теперь будем вязать хвостик. Оставляем длинный кончик, чтобы было удобно потом завязать узелочек. Делаем начальную петельку и провязываем 8 воздушных петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И теперь в обратную сторону со второй петельки вяжем соединительные столбики. Провязали, делаем воздушную петельку и оставляем кончик, чтобы можно было завязать хвостик. Теперь нам осталось только приколоть все детальки и их пришить. Ушки я пришиваю между 7 и 8 рядом, то есть на 7 и 8 ряд, считая от вот этого закрытия. То есть закрытие это у нас первый ряд, и на 7 и 8 я буду пришивать ушко. От глазика отступаю 12 столбиков, примерно вот так вот прикалываю его напротив ручки и буду пришивать. Ну и с этой стороны точно так же. А мордочку просто сразу под глазками ставим. Вот так вот ровненько и пришиваем. Также хочу сказать по поводу хвостика. Я сразу хвостик не перевязала, так как это была пробная игрушка. И мне нужно было знать, в каком ряду это сделать. Я наметила, что хвостик будет между 5 и 6 рядом. И когда вы еще вяжете тело, вы можете этот хвостик прям привязать туда. То есть связали какую-то часть, вставили вот эти 2 кончика нити в тело и внутри завязали их. И вот так вот закрепится наш хвостик. Ну а так как в этом мастер-классе у меня не получилось это выполнить, то я просто втяну сюда эти ниточки и завяжу с этой стороны. Итак, начну с хвостика. Так, вот смотрю, у нас здесь
где прибавка, это у нас второй ряд, третий, четвертый, пятый, шестой. Между пятым и шестым я буду вводить иголочку на 2 столбика. Вот так вот. И теперь другой кончик буду вводить в другую сторону. Возможно, это не совсем правильно. И так никто не делает, но, в общем, я сделаю. Так, теперь ввожу, где у нас эта ниточка, и вывожу с другой стороны. Так. И теперь вот здесь вот я завяжу под хвостиком узелок. А эти два кончика спрячу в тело. Все, наш хвостик готов. Эти ниточки можно обрезать. Точнее, не можно, а нужно. Теперь будем пришивать наше ушко. Я его приколола двумя булавочками, чтобы оно никуда не вертелось. Итак, смотрим, откуда у нас выходит ниточка. И в то место заводим иголочку. Обязательно подтягиваем все. Теперь смотрим первую петельку на ушке. Подхватываем ее изнутри. Теперь смотрим, откуда у нас выходит ниточка снизу. Вот видно, что у нас вот здесь ниточка. Вводим ее сюда и захватываем следующий столбик. Подтягиваем все, чтобы ниточки туда стянулись. Подхватываем следующую петельку на ушке. И также смотрим, откуда выходила ниточка, и подхватываем столбик на голове. И вот таким вот образом полностью по кругу мы будем пришивать ушко. Пришиваю каждую петельку.
Прошили до конца наше ушко. Выводим за ушком ниточку и закрепляем ее. Подхватываем стежок и в эту петельку заводим иголочку. Хорошенько подтягиваем и делаем еще закрепочку. Такую же, чтобы было надежнее. Все. И прячем эту ниточку в голову и обрезаем. Все, вот таким образом мы пришили ушко. Точно так же аналогично мы пришиваем второе. Вот так вот пришили ушки. Теперь будем пришивать мордочку. Мордочку пришивайте самостоятельно, таким же способом, как я пришивала ушки. Либо можете пройти по вот этой подсказке. И также я оставлю ссылочку под видео. У меня есть на канале подробный мастер-класс, как ровненько пришивать мордочку. Прикалываем и пришиваем самостоятельно. Забыла сказать, мордочку мы наполняем плотненько холофайбером. Пришили мордочку, ушки. Теперь можно наметить точки на мордочке и вышить здесь ноздри. Буквально по 2 стежочка в том месте, каком вам нравится. Я вот выбрала ряд, получается 1, 2, 3, 4, 5. Между 5 и 6 рядом я хочу вышить на 2 стежочка здесь ноздри. Беру иголочку подлиннее, ввожу сбоку ниточку. Так. Оставляю здесь кончик, чтобы узел можно было завязать. И вышиваю вот буквально, получается, здесь у меня прибавка. Ну, в общем, на 2 стежочка, 2 столбика. Так. Сколько стежков сделать, смотрите сами. Так, я вот делала 5 стежков и думаю, что 5 вполне достаточно. И вышиваю с другой стороны точно так же. Затем вывожу иголочку там же, где заводила ее. И завязываю узелочек. Вот такие вот ноздри получились. Сделаем здесь узелочек и ниточку обрежем. А кончики спрячем в голову. В принципе, наш бегемотик готов. Осталось нам оформить только реснички, бровки, белки глаз, но это уже на ваше усмотрение. Также можно связать накладку на животик. Вот такую вот.
но это уже по желанию. Я вам просто на экране оставлю схемку, как связать этот животик. Поставите на паузу и свяжите этот животик и пришьете точно так же, как пришивали мордочку. Если вдруг у вас останутся вопросы, вы можете пройти на мастер-класс по тигренку, вот этому. Я также оставляю вам здесь подсказку и ссылочку в описании. Там я показываю, как пришивала вот этот животик. В принципе, там есть и как вышить белки для глаз, как все это дело оформить. Ну, на всякий случай покажу вам немножко, как я оформляю. Ввожу иголочку снизу глаза. Оставляю здесь кончик, чтобы завязать узел. Так. Ввожу иголочку вот здесь вот сверху посерединке. И вывожу в это же место в другом глазике. Теперь завожу снизу глазика и вывожу в то место, где заводила ниточку. Так. Теперь эти ниточки подтягиваю, завязываю на узелок и ниточки прячу в голову. Также бегемотику я вышью бровки. Отступаю 4 столбика вверх от глазика. 1, 2, 3, 4. Ну, можно все это, конечно, иголочками наметить. Так. Теперь отступаю 3 столбика в сторону. 1, 2, 3 и 1 столбик вниз. Вот так вот. И вывожу на ту сторону. Теперь также отсчитываю 1, 2, 3 и 1 вверх. И надеюсь, у меня получилось ровно. Так. Подтягиваю ниточку. И вот такие бровки у нас получились. Завязываем узелок и прячем ниточки в голову. При желании вы можете вышить еще реснички. Ну, и будет у вас вот такой вот глазик. Так, наверное, я все-таки вышью. Вышила вот такие небольшие реснички на 2 столбика. То есть вводила там, где у нас бровка, и в столбик там, где у нас белочек. Вот такой вот маленький стежочек. И уже взгляд у бегемотика совсем другой получается. Вот. Завязываем и прячем. Все, поздравляю, наш бегемотик готов. Вот такой вот малыш получился. Надеюсь, у вас тоже все прекрасно получилось. Буду ждать ваши фотографии. Присылайте в группу ВКонтакте или в Инстаграм. Оставлю вам здесь вот хэштег и ссылочку в описании на мои соцсети, где вы можете показать мне свои игрушечки. Если вдруг у вас остались вопросы, пишите мне в комментариях, и я вам помогу. Все. Всем спасибо огромное, что вязали вместе со мной, и всем пока!